Всем привет! Давайте сделаем маленький домик. Добавляем куб и заходим в его топологию. Устанавливаем z и y равными нулю, а x единица. И нажимаем «Утвердить». Далее инструменты «Выбрать маску» и «Прямоугольник» выбираем вот эту точку. Инвертируем ее, нажав пальцем на экран, и инструментом Gizmo тянем вверх за зеленую стрелочку. Мы сделали основу крыши. Далее маску можно очистить. И давайте домик растянем немножко в ширину. Теперь обошьем домик вертикальной доской. Для этого добавляем снова куб. И его топологию уменьшаем до нуля. Утверждаем и делаем размеры доски. Устанавливаем доску на место. Далее клонируем и перемещаем. Снова клонируем и перемещаем. Инструментом «Выбрать» и «Лассо» выбираем вот эти доски, клонируем их, перемещаемся вправо. Снова инструментом «Выбрать» выбираем все доски и заходим сюда в меню и нажимаем «Совместить». Клонируем их и перемещаем на боковую сторону. Здесь у нас по этой стороне две детали лишние, поэтому мы заходим в меню и нажимаем на три точки и «Отделить». Сейчас все доски отделились, стали по отдельности, мы можем их выбрать и удалить поштучно. Так, две мы удалили, далее заходим, выбираем все и отрегулируем их по центру. По центру и выровняем высоту. Теперь выбираем вот эти доски, инструмент «Проект» и «Линия» и отрежем лишние участки. Выбираем домик. Давайте пока доски скроем. Вот мы выбрали домик, устанавливаем фронтальный вид и инструментом «Выбрать маску» и «Лассо» выбираем верхние углы. Заходим в параметры маски, в извлечении указываем «Нет» и нажимаем на извлечение.
Выбираем домик и очищаем его от маски. Можем скрыть и увидеть, что вот крыша, которая у нас извлеклась. Так, мы ее выбираем и маскируем, нажав пальцем на экран. Далее заходим в параметры маски и устанавливаем необходимую толщину крыши. Допустим, давайте сделаем 0,7. Окей. Здесь минус меняем на плюс. В извлечении ставим Shell и нажимаем на извлечение. Снова заходим сюда, выбираем вот эту деталь, вот она, и удаляем. На крыше выбираем вот эту точку, инвертируем и инструментом гизмо потянем немножко вниз. Вот так. Открываем домик, выбираем его. Так, нет, давайте, значит, у нас выбрана крыша. Мы уберем, очищаем ее от маски. Берем инструмент гизмо и потянем за зеленый кружочек. Затем за красный кружочек. Таким образом мы удлинили скат крыши. Опускаем его вниз и совмещаем с домиком. Вид сбоку устанавливаем и потянем за синий кружочек. Вот, удлиняем крышу. Открываем доски. Сделаем доски на крышу. Выбираем ее, делаем фронтальный вид, инструмент выбрать маску и лассо. Выбираем вот эту грань. Заходим в параметры маски, в извлечение ставим нет, выключаем сглаженность и нажимаем на извлечение. Далее выбираем крышу и очищаем маску. И теперь выбираем нашу извлеченную грань и заходим в режим соло. Открываем мультиразрешение, ставим галочку в линейном подразделении и нажмем на подразделение много раз. Выключим каркас. Выбираем инструмент маска, штрих устанавливаем сюда, альфа. В альфе импортируем нужное нам фото. Это должен быть PNG файл с прозрачным фоном. И добавляем его. Масштабирование уберем до минимума. Устанавливаем стилус в центр грани и растягиваем файл. Заходим в маску и нажмем на резкость несколько раз. Далее снова зайдем в маску и в извлечении установим Shell, включим сглаженность и извлечем. Далее выбираем плоскость и удаляем ее. Включим каркас, посмотрим, какая плотная топология, поэтому ее надо упростить. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить» несколько раз. Вот так будет достаточно. Выходим из режима соло. Выбираем наши доски, включаем ось и повернем оси вдоль наших досок. Выключим ось. И растянем доски за зеленый кружочек по крыше. С небольшим запасом наверху. И давайте утопим доски внутрь.
и немножко их растянем по ширине. Теперь зайдем в меню и копируем. Далее в симметрии устанавливаем мир и нажимаем «Повернуть объект». Сделаем печную трубу. Добавляем цилиндр. Заходим в топологию и устанавливаем по Z единица, по Y единица, а по X четверка. Включаем отверстие и включим привязку на 45 градусов и повернем трубу по оси Z, по оси Y на 45 градусов. Переместим ее сюда и уменьшим в размере. Растянем высоту. Утверждаем. Копируем и заходим в режим соло. Берем инструмент обрезка и прямоугольник. Обрезаем верхнюю и нижнюю часть трубы. Теперь у нас труба разделилась на две такие детали. Заходим в меню, нажимаем на 3 точки и «Отделить». Внутреннюю часть удаляем. Теперь включаем инструмент маска и заходим сюда. В Альфе загружаем файл, импортируем файл с изображением камней. Это PNG-файл с прозрачным фоном. Проверяем, чтобы штрих был здесь, все отлично. И устанавливаем. Сначала заходим в мультиразрешение, поставим галочку в линейном подразделении и нажмем на подразделение много раз. Скроем каркас и теперь установим стилус в центр этой грани и растянем файл с камнями. Зайдем в параметры маски и нажмем на резкость. Далее в извлечении смотрим, что было указано Shell, включена сглаженность. Толщину давайте поставим 0,3 примерно. Окей, и извлекаем. Давайте вернемся назад и толщину изменим на 0,5. Давайте включим каркас, посмотрим на топологию. Она очень плотная. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Оставим вот такой каркас. Далее выбираем внутреннюю часть и нажмем 2 раза на режим соло. Вот у нас эта одна часть отобразилась. Мы очищаем ее от маски и включим, посмотрим каркас. Здесь каркас тоже очень плотный. Зайдем в мультиразрешение и нажимаем «Удалить ниже». Далее возврат. Вот мы убрали всю вот эту лишнюю топологию. Выбираем маской эту деталь, нажав пальцем на экран. И в параметрах маски толщину устанавливаем единица. И в извлечении Shell нажимаем на извлечение. Заходим сюда, удаляем вот эту деталь и выходим из режима соло. Выбираем кирпичи и саму трубу и с помощью инструмента гизма
Уменьшим это все в размере. Далее выбираем только внутреннюю часть и ее немножко вытащим вот сюда. Потом клонируем, увеличиваем и сплющиваем, чтобы у нас получилась вот такая вот верхняя деталь. Сделаем под крышей декоративный элемент. Добавляем цилиндр, развернем по оси X на 90 градусов и зайдем в топологию. Так, сплющим и увеличим в размере. Далее сделаем внутри полым и уменьшим толщину стенки. Поднимем вот сюда наверх. И сдвинем сюда. Утвердим. Зайдем в инструмент обрезка. Включим симметрию. И так. Нет, давайте симметрию выключим. И лассо отрежем вот эту часть. Добавляем квадрат, вернее куб. В топологии ставим z 0, y тоже 0, а x единицу. Утверждаем, уменьшаем в размере. И растягиваем высоту. Далее берем инструмент «Выбрать маску» и выбираем вот эту точку. Инвертируем ее и инструментом Gizmo тянем вниз, вниз за зеленую стрелочку. Выбираем инструмент «Маска» и очищаем. Устанавливаем вот здесь. Инструментом «Выбрать» выбираем крышу и декоративные элементы. Копируем и отодвигаем в сторону и уменьшаем в размере. Это будет крыльцо. Уменьшим немного в длину и переместим вот сюда. Добавим группу и переименуем ее «Крыша крыльца». Далее добавляем куб, топологию уменьшаем до 0 и утверждаем.
Сделаем такие детали крыльца. Давайте этот куб, вернее, этот параллелепипед клонируем и пока скроем. Эту деталь, значит, войдем в режим соло, выбираем инструмент обрезка и прямоугольник. И обрезаем вот эту правую часть и нижнюю. У нас вот такая деталь получается. Заходим в мультиразрешение, устанавливаем здесь галочку и нажимаем на подразделение много раз. Далее убираем каркас, маску выбираем. В Альфе у нас должен быть загружен файл с камнями. Штрих здесь. И устанавливаем стилус в центр этой грани и растягиваем камни. Зайдем в маску и нажмем на резкость. Далее в параметрах маски смотрим толщина 0,5, включена сглаженность и извлечение стоит Shell. Нажимаем на извлечение. А камни извлеклись. Внутреннюю часть выбираем и удаляем. Включаем каркас и заходим в упрощение. Нажимаем «Упростить» несколько раз. Выходим из режима соло. Так, давайте, значит, эти камни перевернем. Видимо, ну да, не с той стороны обрезали. Значит, включим привязку и повернем эту деталь. Откроем параллелепипед, включим деталь параллелепипеда. Снова выберем, как это параллелепипед, это камни, вот они у нас выбраны, и сдвинем немного вот сюда, вот таким образом. Выберем вот это и копируем. Перемещаем сюда. Далее давайте выберем вот этот параллелепипед, клонируем его, поднимем вверх и уменьшим, сделаем из него столбик. Клонируем и перемещаем сюда. Сделаем дверь. Добавляем цилиндр. Повернем его по оси X на 90 градусов. Уменьшим. Заходим в топологию и изменяем ее. Добавляем внутри отверстия.
Войдем в режим соло. Итак, утвердим. Далее инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем верхнюю часть. Инструмент Gizmo и потянем вниз за синюю стрелочку. Давайте выйдем из режима соло, чтобы видеть, на какую длину нам растянуть. Вот так. Достаточно. Убираем маску. И берем инструмент обрезка и прямоугольник. И обрезаем лишнее вот это снизу. Давайте эту деталь клонируем. Выйдем в режим соло и уменьшим. Инструмент «Выбрать маску» выберем верхнюю часть этой детали, а нижнюю растянем вниз. Так, повыше вот так сделаем. Добавляем куб. Уменьшим, изменим топологию до 0 и уменьшим его в размерах. Выйдем из режима соло. Сделаем ступеньку. Вот эту деталь уберем внутрь. Эту деталь сделаем немножко покороче. Вот так. Очистим маску. Берем вот эту ступеньку, утверждаем ее и копируем. Эти две детали можно так. Вот эти две детали выбираем и нажимаем «Совместить». Сдвинем вот сюда.
Хорошо. Добавим плоскость. Повернем ее. Зайдем в топологию и уменьшим. Нажмем на диск. Еще немножко топологию уменьшили. Так, теперь поднимаем сюда. Утверждаем. Выбрать маску прямоугольник и маскируем верхнюю часть, а нижнюю растягиваем вниз. Очищаем маску. Заходим в материалы и устанавливаем аддитивный. Выбираем и сдвигаем сюда к двери. Через стекло видно доски. Давайте мы их уберем отсюда. Выбираем. Берем инструмент «Разделить» и лассо. И выберем вот эту часть. Давайте зайдем в режим соло, посмотрим. Вот эта часть отделилась. И так, сейчас мы ее вот здесь выбираем. Так, вот она. И удаляем. Сделаем дверную ручку. Берем вот этот параллелепипед, копируем его и уменьшаем. Далее добавляем тор. Поворачиваем, уменьшаем. Параллелепипед немножко уменьшим. Зайдем в топологию тора и изменим ее. Утвердим. Сделаем окно. Добавляем плоскость. Поворачиваем ее по оси X и в меньшем размере. Заходим в топологию и уменьшаем ее. Утверждаем. Берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник.
и выделяем вот такой прямоугольник внутри. Далее заходим в инструмент маски и выбираем «Разделить». Так. Скроем то, что у нас внутри, и выделяем вот эту часть, рамку, маскируем ее, заходим в параметры маски, устанавливаем толщину 1 и нажимаем на извлечение. Давайте толщину сделаем 2. Вот так. Вот эта деталь у нас ненужная. Удаляем ее. А вот эту рамку мы ее растянем до размера дверной рамки. Далее открываем вырезанную часть, выбираем ее и инструментом «Выбрать маску» и прямоугольник будем выбирать участки, где будут стекла располагаться. Так, значит, давайте заново. Можно включить симметрию, и так будет быстрее. Угу. Зайдем в соло, потому что было там непонятно, я сбилась немного. Давайте заново. Вот так сделаем. В параметрах маски нажимаем «Разделить». Вот это вырезанные участки. Выбираем эту раму, маскируем ее и сделаем толщину 1, нажимаем «Извлечение». Вот эту деталь можно удалить. Выходим из режима соло и задвигаем эту раму в ту. То у нас получается внешняя и внутренняя рама. Откроем стекла, заходим в материалы и выбираем аддитивный. И перемещаем их к окошку. Сделаем балкон. Добавляем куб. Уменьшим высоту. Примерно настроим его положение и растянем еще вот в этом направлении. Зайдем в топологию и уменьшим ее. Так.
Ну, вот давайте оставим 8. И утверждаем. Берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. И выбираем вот такие, так, и выбираем вот такие окошки. Так, одновременно выбрать не получится, поэтому так, вот эту удалим. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить». Это первые 2 окошка. Далее опять выбираем балкончик наш и выбираем маской вот эти. Так, вот это окошко выберем и вот это. Так, здесь выберем, чтобы их удалить. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить». Вот эти окошки можно удалить. Балкончик выбираем маской, устанавливаем толщину -1 и нажимаем на извлечение. Маску удаляем. Откроем окошки, все вместе выберем и уменьшим высоту. Сделаем окна. Выбираем их и нажимаем на 3 точки и выбираем «Отделить». Давайте начнем вот с этого окошка. Заходим в режим соло, выбираем мультиразрешение и нажимаем на подразделение. Инструменты «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем вот такой прямоугольник и нажимаем «Разделить». Вот эту часть пока закроем. Рамку маскируем. Так, делаем толщину 0,7 и нажимаем на извлечение. Вот эту маску удаляем. Выходим из режима соло и устанавливаем раму вот сюда. Клонируем ее и перемещаем. Откроем вот эту деталь, выберем ее, зайдем в режим соло, инструмент возьмем «Выбрать маску» и прямоугольник. Выберем вот эту, такой прямоугольник, нажмем «Разделить». Так, вот внутреннюю часть меняем материал на аддитивный, а рамку маскируем и нажимаем на извлечение. Так, вот эту часть удаляем. Выбираем стекло и его размещаем посередине рамы. Далее инструментом «Выбрать» выбираем стекло и раму и перемещаем их вот сюда. Копируем и перемещаем сюда.
Снова копируем, поворачиваем на 90 градусов и уменьшаем в размере в ширину. Копируем и переставляем. Нажимаем на ось и передвигаем ось вот сюда. Убираем привязку и так. Ось также убираем и открываем окно. Далее выбираем вот эти две вместе, раму и стекло. Нажимаем на ось и перемещаем их сюда. Ось убираем и приоткрываем окно. Теперь выбираем вот эти детали. Ось. И поднимаем. Ось убираем и приоткрываем окошко. И повторяем то же самое здесь. Выбираем вот этот столбик, копируем его. И устанавливаем здесь. Будет небольшой такой, как бы перила или заборчик на балконе. Так, нет, туда не будем. Сделаем только по краю. Клонируем и перемещаем. Инструментом выбираем вот эти брусочки, копируем их и с привязкой поворачиваем на 90 градусов. Так, не скопировались. Снова копируем и поворачиваем. Выбираем отдельный столбик и его перемещаем вот сюда. Клонируем и поворачиваем по оси Z. Поднимаем наверх и растягиваем за зеленый кружочек.
Копируем и перемещаем. Снова эту деталь скопируем и сделаем лесенку. Инструментом «Выбрать» выбираем это все и клонируем. Эту лесенку установим вот сюда. Убираем привязку и повернем ее. Теперь выберем вторую лесенку и переместим сюда. Сделаем перед домом небольшой дворик. Заходим в инструмент обрезка и прямоугольник. Вот здесь должно быть отжато. Нарисуем прямоугольник вот такого размера. Далее нажимаем на трубку и путь. Нажмем на точки, чтобы сделать острые углы. И теперь можно нажать на зеленый кружочек. Вот у нас получился такая трубка по периметру. Вот этот угол, вот этот, нужно повернуть вот сюда. Давайте выберем гизмо, включим привязку и повернем. Нажмем на профиль. Так, и уберем гизмо и уменьшим радиус.
Опустим вниз. Теперь отключим инструмент Gizmo и передвинем вот эту точку вот сюда передвинем. А эту сюда. Радиус чуть-чуть увеличим. Так, я пока перемещала точки, они у меня сбились, поэтому так вот настроим. Сейчас все ровненько. Берем Gizmo и поднимем вверх. Так. Заходим в топологию и изменяем. Теперь этот бордюрчик клонируем и включаем Gizmo, поднимаем повыше, убираем Gizmo и изменяем, уменьшаем радиус. Теперь обе детали можно утвердить. Выбираем нижнюю деталь, инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. И выделяем маской вот эту грань. Далее заходим в параметры маски, убираем сглаженность, в извлечении устанавливаем «Нет» и нажимаем на извлечение. Вернемся, выберем эту предыдущую деталь и очистим маску. Теперь выберем грань, которую мы извлекли, и зайдем в режим соло. Так, включим каркас, мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем на подразделение. Теперь каркас можно убрать. Открываем маску, штрих устанавливаем сюда. В альфе смотрим, что наш файл загружен. Масштабирование убираем до минимума. Устанавливаем стилус в центр этой грани и растягиваем. Так, мы сейчас растянем с вами камни. Давайте пока так посмотрим. Выйдем из режима соло и сравним размер. Да, примерно такой же. Давайте оставим так. Зайдем в маску и нажмем на резкость. Далее толщину оставим 0,5, включаем сглаженность, извлечение меняем на Shell и нажимаем извлечение.
Эта грань, которая нам была нужна, мы ее сейчас удалим, включим каркас, зайдем в упрощение и нажмем «Упростить» несколько раз. Выберем эти камни и немножко их углубим в стену. Так, давайте включим каркас, чтобы было виднее. И сдвинем сюда. Клонируем и перемещаем. Можно растянуть. Вот так. Теперь инструментом выбираем обе этих каменных панели, клонируем их и установим по другим сторонам этого бордюра. Лишнюю длину уберем. Выбираем эту каменную стенку, заходим, нажимаем 3 точки и отделить. У нас все камни отделились поштучно. Мы можем выбрать каждый камень и удалить лишние. Давайте вот этот тоже удалим. А вот этот камень немножко увеличим. Еще здесь остались лишние детали. То же самое. Выбираем, нажимаем «Отделить» и поштучно эти камни удалим. Выберем вот этот камень и уменьшим его в размере. И вот этот тоже. Выбираем, отделяем и удаляем. Теперь сделаем заборчик. Берем вот этот брусок, копируем его и перемещаем сюда. Увеличим. Уменьшим высоту. Клонируем и перемещаем.
Снова клонируем, сюда сдвигаем и уменьшаем. И таким же образом делаем весь заборчик. Сделаем дерево. Берем инструмент трубка и кривые. Так, давайте включим фронтальный вид. Зайдем в режим соло. И будем формировать ствол, проверяя, как это все смотрится с разных сторон. Далее рисуем еще одну ветку. Так. Выбираем кривые. Так, давайте, что такое? У нас включен двойной радиус, поэтому очень удобно, что нижнюю часть ветки можно сделать потолще, а верхнюю поуже. Снова выбираем кривые и рисуем ветку вот уже с этой стороны. Ветку убираем в ствол, чтобы это все естественно смотрелось. После того, как все ветки готовы, включаем каркас и заходим в топологию и уменьшаем ее. И нажимаем «Утвердить». И так делаем с каждой веткой. Сделаем крону. Добавляем сферу.
Клонируем. И утверждаем обе эти сферы. Заходим в мультиразрешение и нажимаем на... Так, давайте включим каркас, чтобы видно было. И нажимаем на подразделение. На второй то же самое. Убираем каркас, заходим в инструмент маска. В альфе выбираем файл с листочками. Масштабирование единица. Штрих сюда. И наносим, так, симметрию убираем и ставим, выбираем нужную сферу, устанавливаем стилус в ее центр и растягиваем листочки. Сделаем это со всех сторон. Заходим в параметры маски, устанавливаем толщину листочков 0,5, включаем сглаженность и нажимаем на извлечение. Шарик, который был внутри, выбираем и удаляем. Включаем каркас, и вот эти листочки нужно на них упростить топологию. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Сделаем такие же листочки на второй сфере. В параметрах маски нажимаем на извлечение. Выбираем сферу и удаляем ее. Так, листочки у нас выбраны. Включим каркас, зайдем в упрощение и нажимаем «Упростить». Возьмем инструмент «Выбрать» и выберем все наше деревце. Переместим его во дворик. Так как это яблонька, давайте сделаем для нее яблоки. Добавляем сферу. И уменьшим подразделение. Давайте двоечку сделаем. Нажмем «Утвердить» и уменьшим яблоко в размере. Такие яблоки путем копирования распределим по всему дереву.
Сделаем стол с лавочками. Добавляем куб. Делаем столешницу. Заходим в топологию и давайте увеличим параметры. Так, сделаем двойку. За счет этого вот этот параллелепипед стал более, у него стали более сглаженные углы. Но зато топология стала более плотной. Попробуем ее уменьшить. Уберем каркас, чтобы видно было качество. Качество вот немножко ухудшается, когда изменяем топологию. Но все-таки давайте вот остановимся на 11. Так, утверждаем. Копируем. И сделаем сиденье для лавочек. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». И столешницу то же самое сделаем. У нас выбрана столешница, заходим в режим соло. Добавляем куб. Уменьшаем его в размере. И заходим в топологию, снижаем до 0. Утверждаем. Сделаем ножки. Инструмент «Выбрать маску» и лассо. Выбираем вот этот угол, инвертируем его и заходим в гизмо, потянем вниз за красную стрелочку. Очищаем маску. Копируем эту ножку. Заходим в симметрию, мир и повернуть объект. Так, ну ничего страшного, мы ее, так, эту ножку выбираем и подвинем вот сюда. Инструментом «Выбрать» выбираем обе ножки, копируем их и перемещаем. Добавим еще один куб.
Уменьшаем. Давайте топологию 0 сделаем и утвердим. Выходим из режима соло. Давайте пока выберем вот этот бордюр и скроем его. Ну и камни тоже. Выберем наш стол, вид спереди и опустим его на землю. Теперь сделаем лавочку. Копируем ножки. Выберем их сначала. Скопируем и переместим к лавочке. Уменьшим в размере. Так, вот заборчик тоже надо бы убрать. Выбираем ножки. Так, почему-то одна ножка не хочет выбираться. Странно. Выберем всю лавочку и скопируем ее. Теперь откроем то, что мы с вами закрыли. Это бордюр и камни, и забор. Можно выбрать стол и лавочки и немножко сдвинуть их вправо. Влево, простите. Вот сюда. Хорошо, первая часть домика готова. Так, мы еще забыли сделать основание. Добавляем куб. Уменьшим топологию до 0 и утверждаем.
Растянем в стороны. И опустим сюда вниз. Давайте включим постобработку и посмотрим, что у нас получилось.